Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. В этом видео хочу поделиться с вами моим выбором. Какие, на мой взгляд, отличные низкорослые розовые томаты подходят для открытого грунта, которые я буду выращивать на своем огороде в этом году. Некоторые из этих розовоплодных томатов я уже выращивала и, уверяю вас, практически без всяких хлопот. Вот с них и начну. Под первым номером проверенный мной и сотнями огородников Happynet F1. Это ранний розовый розовоплодный томат, который создала семенная компания Syngenta, Нидерланды. Отличный выбор, скажу я вам, для выращивания в открытом грунте. Растение детерминантного типа с хорошей облиственностью и хорошо развитой корневой системой. Те, кто уже выращивал этот томат, знают, что Happynet всегда демонстрирует качественную и практически полную завязь при выращивании на разных типах почв. Томат Happynet практически не реагирует на изменения температуры и на нерегулярный полив. Также он очень стоек к грибковым заболеваниям, фузариозу, вирусу мозаики, вертицеллезу и к вершинной гнили. Первые помидорчики Happynet вы соберете на завтрак или на салат, как только на календаре закончится период 65-70 дней с момента высадки рассады на постоянное место. В моей зоне зимостойкости 5B я высаживаю томаты в открытый грунт примерно 10-15 мая. Наслаждаться свежими томатами Happynet можно будет примерно в первой декаде июля. Помидорчики на кусте растут круглые, правильной формы, плотные. Вес каждого помидорчика 230-250 грамм. Цвет насыщенно-розовый. На вкус очень сладкие, мякоть мясистая, а кожица довольно толстая. Поэтому можете не переживать, если надо куда-то перевозить ваш урожай. Они прекрасно выдержат транспортировку на дальние расстояния и не потеряют товарность. Помидор очень урожайный. С 10 соток вы можете собрать 10 тонн помидорчиков. Томат Happynet можно использовать и для салатов, и для разных кулинарных историй, и для консервации. Цена за 10 семян около 22 гривен. Под вторым номером розовоплодный томат Tarpan F1. Это очень компактный, детерминантный среднеранний розовоплодный томат, который не требует подвязки. Селекция семенной компании Мюнхемс Заден, Нидерланды. Этот томат следует выращивать в открытом грунте, но если вы хотите иметь более крупные плоды, попробуйте его выращивать в теплице. Вегетационный период 65-70 дней со дня высадки рассады на постоянное место. Растения низкорослые, помидорчики плотные, очень сочные, не очень большие, весом 150-180 грамм, кругло-овальной формы и с небольшой ребристостью. Очень высокоурожайный томат. С 1 квадратного метра можно собрать от 11 до 20 килограммов плодов. Помидорчики хорошо завязываются даже в самых неблагоприятных условиях и хорошо транспортируются. Томаты Tarpan F1 можно использовать и для салатов, и для продажи в свежем виде на рынке, и в домашней кулинарии, даже для соления и консервации. Посеять семена нужно уже в начале марта, максимум в начале апреля. Высадка рассады на постоянное место начинается в середине апреля, если есть теплица или парник, или начиная с начала мая в открытый грунт, после окончания возвратных заморозков. Томаты Tarpan славятся деликатесным вкусом, прекрасно дозариваются в ящиках и очень долго хранятся. Под третьим номером томат Torbay F1. Это еще один ранний, вернее средний ранний розовый томат полудетерминантного типа, то есть среднерослый. Растение селекции голландской компании Bedge Zaden. Мощное растение. Кусты раскидистые, хорошо облиственные. Можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте. В огороде высота куста достигнет 80 сантиметров. А вот в теплице он может достичь и 1,5 метра. Сформировав растение в теплице в один стебель, вы можете вырастить его даже до высоты 2 метров. Вегетационный период 65-70 дней. Если вы будете выращивать эти томаты в теплице, урожай можно собирать вплоть до октября. Растение устойчиво практически ко всем видам грибковых заболеваний – вертицеллезу, фузариозу. Однако профилактические меры против этих болезней не будут излишними.
Посадку рекомендуют делать по схеме 60 на 35 сантиметров. На каждом квадратном метре в таком случае может расти 4 куста томатов. Чтобы плоды не загнивали, стебли лучше подвязать к шпалере и сформировать 2 стебля. Каждый куст обычно приносит 5-6 килограммов плодов. Плоды у торбей круглые, слегка приплюснутые, красивого розового цвета, весом 170-200 грамм. Если вдруг вы запоздали с посадкой и на кустах остались зеленые невызревшие плоды, можете их спокойно собрать в ящики и опустить в прохладный подвал. Там они дозариваются и приобретают вкус спелых помидорчиков. Цена 10 семян примерно 26 гривен. Под 4 номером один из моих любимчиков – томат Pink Bush F1. Сразу скажу несколько эпитетов об этом томате. Если вы его включите в свой список розовых низкорослых томатов, ни разу не пожалеете. Pink Bush – низкорослый, но крупноплодный розовый томат, который сейчас вовсю сеют фермеры на полях. Это ранний кустовой гибрид селекции японской компании Sakata. Pink Bush можно выращивать и в теплице под временным пленочным укрытием или под агроволокном, а также и в открытом грунте. Очень высокоурожайный помидорчик. В перечне его важных достоинств самое привлекательное – это то, что он не подвержен грибковым инфекциям, ценится за непритязательность к условиям агротехники и при этом обеспечивает высокую урожайность. Имеет крупные плоды, около 200 грамм. Короткий, как для розовых томатов, период вегетации 60-65 дней. Найдите обязательно местечко для этого томата и будете наслаждаться свежими помидорчиками до глубокой осени. Плоды у Pink Bush розовые, круглые, слегка приплюснутые, мякоть очень плотная и приятный вкус. Pink Bush можно использовать и для употребления в свежем виде, и для приготовления томатной пасты, и для томатного сока. Цена 10 семян примерно 30 гривен. И, наконец, последний, 5 в моем списке – это красавец Macan F1. Томат Macan F1 – суперранний розово-плодный гибрид, который создан французской селекционной компанией Close. Его можно выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте. Томат среднерослый, полудетерминантный, что мне очень нравится. Он не лежит на грунте, но и подвязки ему длинные не нужны. Растение формирует 7-9 кистей. Междоузлия очень короткие, в каждом цветочке завязывается плод. Томаты Macan имеют высокую стойкость к различным вирусным и грибковым заболеваниям. Их не поражает вирус мозаики, вертицеллез и фузариоз, а также кладоспориоз и нематода. Еще очень важное преимущество – короткий вегетационный период – 60-65 дней и быстрое дружное созревание. Первые зрелые плоды можно дегустировать через 60 дней с момента высадки рассады на постоянное место. Плоды имеют красивую форму, вес 220-250 грамм, сочную мякоть, приятно сладкий вкус и ярко выраженный аромат помидорчиков. Я выращивала томаты Macan в прошлом году и осталась очень довольна результатом. Macan прекрасно дополнит ваш овощной свежий стол. Он хорошо продается на рынке, подходит для переработки и на сок, и на пасту, у которой будет необыкновенный розовый цвет. Урожай, выращенный в прошлом году, у меня представлен до сих пор. Еще пара килограммов этого розового томата ждет не дождется, когда же попадет в свежий салат. Цена за 10 семян 110 гривен. К сожалению, семена достаточно дорогие. А теперь поговорим о нюансах посадки розовых ранних томатов. Для посадки семян нужно сразу приготовить плодородный грунт, потому что это растение, имеющее высокую продуктивность, поэтому требует интенсивного питания. Я обычно готовлю специальные кассеты для рассады. Если рассады нужно много, то подойдут и невысокие ящики. Грунт надо подготовить плодородный, с большим количеством гумуса, примесью торфа и небольшого количества песка. Я обычно делаю бороздочки, туда помещаю семена. Если они не обработаны, то обязательно их дезинфицирую перманганатом калия. Слегка присыпаю землей, опрыскиваю водой и накрываю пленкой. Оптимальная температура для быстрого прорастания семян томатов плюс 22, плюс 25 градусов Цельсия. Как только появятся всходы, нужно определить рассаду в светлое место и организовать подсветку, если света недостаточно, пока рассада не окрепнет. Поливаю я нечасто, по мере просыхания почвы.
Как только почва прогреется до плюс 12 и плюс 15 градусов, можно высаживать рассаду в открытый грунт или в теплицу. Чтобы получить урожай пораньше, а также помочь растению быстрее адаптироваться к новым условиям выращивания, я часто использую агроволокно. Оно помогает поддерживать стабильную температуру в течение суток, избежать перепадов температуры и, как следствие, растения быстро формируют хорошую корневую систему и идут в рост. Чтобы улучшить проветриваемость томатного куста, время от времени слегка подрезаю лиственную массу, удаляю появившиеся пасынки. Ну вот, это пока все, что я хотела вам рассказать о розовоплодных низкорослых томатах, которые буду выращивать в этом году. Присоединяйтесь! Пора браться за работу. Кстати, не забудьте подписаться и поставить лайк, если хотите увидеть новые садовые и огородные истории. Скоро увидимся!